Здравствуйте, друзья! В этом видео я хочу познакомить всех любителей самых необычных и неприхотливых растений с очаровательной новинкой. Уверена, что вы также влюбитесь в него, как и я, потому что пройти мимо такой красоты невозможно. К сожалению, видео не способно передать всю красоту и контрасты листвы этого многолетника. Вживую он смотрится намного ярче и интереснее. Знакомьтесь, это новинка сортового очитка или седума такисимского под названием Атлантис. Данный многолетник пользуется широким спросом. Где бы он ни рос, он всегда притягивает взгляды своим красочным видом. Этот почвопокровник вырастает невысоким. Седум Атлантис высотой около 15 см. Со временем он наращивает эффектные густооблиственные розетки и разрастается вширь до 45 см. Его пышные эффектные кустики идеально смотрятся в саду, на альпийских горках и в вазонах. При плотной посадке саженцы седума с годами образуют густой пестрый ковер. Этот вечно зеленый декоративный очиток украсит не только вашу приусадебную территорию, клумбы и цветники, но и придомовую зону, террасу и домашний интерьер. Его можно выращивать и как комнатное растение. При зимовке в саду седум уходит с яркой листвой под снег и красиво выглядит на протяжении круглого года. Приятно и то, что данный почвопокровник в уходе очень простой. Почва для него подойдет даже скудная и песчаная. Частого внесения удобрений, особенно азот-содержащих, ему также не требуется. Единственное, что его не стоит высаживать на кислых грунтах и в низинах, где застаивается вода. Очиток Атлантис очень засухоустойчивый и жаростойкий. Впрочем, как и все растения, которые относятся к группе суккулентов. Его можно спокойно выращивать на самых солнечных участках и в легкой полутени. А вот в тенистых местах его листья не будут столь яркими и привлекательными, а побеги сильно вытянутся. Атлантис почти не подвержен поражениям болезнями и вредителями. Исключение – это чрезмерное и постоянное переувлажнение, которое может спровоцировать гнилостные процессы в зоне корней. За свою стойкость, неприхотливость и безупречный внешний вид в течение круглого года новый сорт Атлантис уже успел завоевать несколько мировых наград. Впервые мир увидел этот почвопокровник на цветочной выставке в Челси в 2019 году, где его наградили почетным титулом «Растение года». Также сорт завоевал серебряную медаль на международной выставке «Плантариум». Такое малоуходное декоративное круглый год и универсальное растение подойдет каждому, особенно неопытным садоводам и занятым людям. Его можно высадить как в открытый грунт, так и выращивать в домашних условиях. Если вы забудете его вовремя полить или уедете на несколько дней, будьте спокойны, с вашим седумом ничего страшного не произойдет. Благодаря его плотным мясистым листьям и стеблям, в которых седум накапливает влагу, этот почвопокровник может достаточно долго оставаться без полива. А самое главное, что он эффектно выглядит круглый год, периодически меняя свою цветовую гамму. Ажурные розетки сорта Атлантис создают впечатление пестрого кружева. Листики плотные, с привлекательным зубчатым краем. В центре они окрашены в насыщенный зеленый цвет, а по краям бело-кремовые. Молодые розетки светло-кремового или желтоватого цвета. Но до раскрытия листовые бутоны имеют приятный розово-пастельный оттенок. Ближе к осени окантовка листвы также приобретает розовые тона. Но это еще не все. Очиток Атлантис еще и обильно цветет. В садах средней полосы цветение приходится на июнь. В этот месяц верхушки стеблей украшают яркие соцветия из ароматных желтых цветочков, в результате чего кустики играют на солнце сразу несколькими контрастными красками. Кстати, одним из преимуществ этого седума является то, что он неплохой медонос. Этот декоративный почвопокровник идеально подходит для солнечных и сухих мест. Он красиво смотрится на переднем плане цветников, в каменистых садах, альпинариях, а также при составлении ярких композиций в кашпо. И, конечно же, я уже предугадываю ваш самый главный вопрос – как он зимует? Во многих источниках интернета сорт очитка Атлантис относят к 4-й, иногда даже пишут в 3-й климатической зоне. Он выдерживает морозы до минус 29-35 градусов по Цельсию. Однако стоит иметь в виду, что это растение не терпит чрезмерной влаги в корнях, особенно в холодный период года. Так что не стоит его сажать в низинах
и в местах, где на него будет стекать вода или скапливаться талые воды. Если же вы сомневаетесь и хотите себя подстраховать, или вы просто захотите размножить это растение, сделайте так же, как я. Очиток атлантис отлично размножается делением розеток и черенкованием. Семенами его также можно размножить, но этот метод намного сложнее и дольше. Отделите острыми ножницами боковые розетки. Все нижние листики состригите, но выбрасывать их не надо. Седумы, как и многие суккуленты, способны образовывать корешки даже на листовых пластинах. Все, что потребуется, это слегка их заглубить в рыхлый и в меру увлажненный грунт. Сильно смачивать почву не стоит. Субстрат приготовьте нейтральной реакции с большим содержанием речного песка. Для этих целей я обычно покупаю недорогой чистый песок для птиц, который есть в любом зоомагазине. После того, как будут заглублены в землю листики и черенки, слегка сбрызните их из мелкодисперсного пульверизатора. Накройте прозрачной пластиковой емкостью и поставьте в хорошо освещенное место. Только не располагайте свои парнички с черенками на солнце. Также следите за оптимальной влажностью внутри. Чрезмерная влага, как и сухость, могут негативно отразиться на процессе черенкования. Еще один совет. Не спешите отсаживать молодые черенки при первом появлении зачатков корней. Дайте им нарастить свои корешки и окрепнуть. В открытый грунт пересаживают лишь хорошо развитые и подросшие растения. Первое время саженца потребуется вовремя поливать. Хорошо укорененные взрослые седумы в своевременном поливе уже не нуждаются. Исключение – это аномальная жара и длительная засуха. Из ухода кустики и очитка атлантис потребуется пропалывать, так как он не терпит соседства с сорняками. Также рекомендуют на зиму верхнюю часть розеток срезать, примерно половину длины побегов. Веточки можно использовать для размножения. В садах с морозными зимами основания растений с осени мульчируют. Для этого подойдет нейтральный торф или хорошо перепревший компост. Вот таким простым способом размножения всего из одного кустика у вас получится вырастить много растений. Яркими розетками очитка атлантис легко украсить свой сад, домашний интерьер, балкон или террасу. Его также можно предоставить в качестве подарка своим родным и друзьям или продать. Уверена, что такое растение не останется без внимания и лишним уж точно не будет. Поделитесь и вы своим мнением по этой новинке. Какие еще неприхотливые и засухоустойчивые многолетники вы посоветуете для сада и выращивания в домашних условиях. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если вам это видео было интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на канале Добрый сад.